У женщины начинаются схватки, и она рожает 10 младенцев. Но когда врачи обнаруживают, что один из них не является человеческим ребенком, все приходят в ужас от того, что было внутри живота женщины. В тот теплый день над городом сияло яркое солнце, когда Мария и ее муж Денис пришли в больницу на первое ультразвуковое исследование. Женщина волновалась. Ее живот был слишком большим для раннего срока, и это тревожило. Денис держал ее за руку, стараясь быть спокойным, хотя и сам переживал. Их встречала врач, доктор София. «Посмотрим, кто у нас тут», — улыбнулась она. «Возможно, даже двойня». Мария легла на кушетку, и София начала обследование. На экране мелькали силуэты, и выражение лица врача постепенно менялось. Улыбка исчезла, уступив место удивлению. «Доктор, что-то не так?» — спросила Мария. София не ответила сразу, позвала коллег. Через минуту в кабинет вошли два специалиста, и один из них прошептал: «Невероятно!». Денис похолодел. «Что происходит?» — спросил он. София повернулась к ним. «Мария, Денис, вы ждете 10 детей». В кабинете повисла тишина. Мария заплакала, а Денис не находил слов. «Это редчайший случай», — сказала врач, «но все малыши живы». Они вышли из больницы ошеломленные. «Как мы справимся?» — прошептала Мария. «Главное, что они живы, остальное Бог поможет», — ответил Денис. Их жизнь изменилась. Дом в Солнечногорске стал центром подготовки к чуду. Денис оборудовал детскую, а соседи приносили одежду, подгузники и игрушки. Новость о десятерне облетела город, и все хотели помочь. Мария старалась сохранять спокойствие, но ее живот рос стремительно и с каждым днем становилось тяжелее. Однажды ночью она проснулась от сильной боли. Денис вызвал скорую, и их снова доставили к доктору Софии. Врач начала осмотр, но внезапно нахмурилась. «Не может быть», — прошептала она. «Что случилось?» — спросил Денис. София позвала коллег, и после минутного молчания один из них произнес: «Один из них — не ребенок». В тот миг у Марии начались схватки. «Она рожает!» — крикнула София. Марии ввели наркоз и срочно повезли в операционную. Денис остался за дверью, молясь. Врачи действовали быстро. Один за другим появлялись крошечные младенцы, и их плач наполнял операционную. 9 были живы. Когда настал черед 10-го, София замерла. «Это не ребенок», — произнесла она. Доктор, не отводя взгляда от экрана, сказала: «Мария, Денис — это миома, доброкачественное образование. Оно вызвало боль и преждевременные роды. Ваш организм пытался защитить малышей. После нескольких минут операции миому удалили». София вздохнула с облегчением. 9 малышей живы. Они слабенькие, но борются. За дверью Денис сидел, сжав руки. Когда врач наконец вышла, он поднялся, не в силах говорить. «Мария в порядке. 9 малышей живы», — сказала София. Он закрыл глаза, выдыхая, и прошептал: «Спасибо, Господи». Когда его пустили к жене, Мария лежала бледная, но счастливая. Рядом стояли инкубаторы с их детьми, крошечными, но живыми. Денис подошел, взял ее за руку. «Ты справилась?» — сказал он. «Они живы, Денис», — шепнула Мария сквозь слезы. Дни тянулись, наполненные заботой и тревогой. Медсестры дежурили круглосуточно, врачи проверяли состояние малышей. Мария училась различать их плач и движения. 9 маленьких существ наполняли ее сердце любовью. София каждый день приходила к ним, следила за динамикой. «Вы сильные», — сказала она. «Вы справитесь». Прошли месяцы, и, наконец, врачи сообщили:
Дети готовы к выписке. Вся больница собралась, чтобы попрощаться. 9 свертков в руках родителей — зрелище, тронувшее всех. Люди аплодировали, улыбались, снимали на телефоны. Мария плакала от счастья, а Денис держал сразу 3 переноски, пока медсестры помогали с остальными. На улице сияло солнце, как в тот день, когда все началось. Дом уже был готов, 3 кроватки, пеленки, игрушки и тепло, которое создавали они вдвоем. Мария уложила детей по 3 в каждую кроватку, накрыла одеяльцами и долго стояла, глядя на них. Денис подошел, обнял жену. «Посмотри, сколько счастья!» 9 чудес», — прошептал он. «Это наша жизнь», — ответила она. За окном садилось солнце, а в доме звучало тихое дыхание малышей, дыхание новой семьи. Прошло несколько недель после возвращения домой, и жизнь Марии и Дениса полностью изменилась. Каждый день начинался с тихого плача малышей, звона бутылочек и шуршания пеленок. Они почти не спали, но усталость терялась среди любви и благодарности. Соседи часто заходили помочь. Кто-то приносил еду, кто-то предлагал посидеть с детьми, чтобы родители могли хоть немного отдохнуть. Весь Солнечногорск знал о семье, ставшей символом надежды. Однажды к ним пришла доктор София. Она вошла, улыбаясь, и оглядела уютную комнату, где спали 9 крошечных детей. «Я не могу поверить, что вы справились так быстро», — сказала она. «Это все благодаря вам», — ответила Мария. София улыбнулась. «Нет, благодаря вашей любви. Я лишь помогла. Никто уже не вспоминал о той ночи, когда все висело на волоске. Миома осталась лишь воспоминанием, а ее удаление спасло всех малышей». Мария порой думала, а что, если бы все пошло иначе? Но, глядя на своих 9 чудес, понимала, судьба не ошиблась. Прошли месяцы, и дети подросли. В доме стало еще шумнее, но и радостнее. Девочки и мальчики улыбались, тянулись к родителям. Денис, держа сына, шутил: «Теперь я по-настоящему многодетный отец». Мария смеялась, глядя на него. По вечерам они выходили на балкон, смотрели на звезды и благодарили Бога за каждый день. Иногда Мария вспоминала первый визит к врачу, тот момент, когда узнала, что внутри нее 10 жизней. Тогда она боялась, а теперь страх сменился любовью и верой. Однажды вечером Денис сказал: «Когда я услышал про 10, я думал, что не справимся. А теперь понимаю, они выбрали нас». Мария улыбнулась. «Да, они пришли, чтобы научить нас жить по-настоящему». За окном сияла луна, освещая колыбели, где спали дети. Дом наполнился тишиной, любовью и мягким дыханием малышей. Дорогие зрители, а что бы вы сделали на месте Марии и Дениса? Справились бы с таким испытанием? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.